С выходом обновления казино в GTA Online появилась возможность накручивать деньги, то есть фармить их, с помощью бага. Сейчас я немножечко подробно расскажу вам об этом баге. Давайте перейдем к ставкам на скачки. Выбираем малый заезд, сделать ставку. Выбираем первую лошадь, потому что она чаще всего выигрывает. Вы видите ставку, то есть сумму ставки. Обратите внимание, что если зажать левую кнопку мыши, то ставка будет расти до 10 тысяч. Сколько времени на это потребуется, нужно запомнить. И для того, чтобы осуществить как раз тот самый баг в игре, который позволит вам зарабатывать больше денег, чем нужно, делаем следующее. Левой кнопкой мыши нажимаем на поднять ставку, чтобы она поднялась до 200. И быстренько, не отпуская левую кнопку мыши, переводим на сделать ставку, не отпуская левую кнопку мыши. Тем самым ставка сделается, и мы еще левую кнопку мыши не отпускаем. Скажу, когда можно будет отпустить. Итак, осуществляем. Нажали, не отпускаю, сделать ставку. Я еще держу левую кнопку мыши. И буду ее держать примерно до середины заезда. Пока что еще ставка растет, то есть она вырастет до 10 тысяч. Но в случае проигрыша снимется всего $200. Это и есть баг. Все, можно отпустить левую кнопку мыши. И сейчас вы увидите результат, если, конечно, лошадь выиграет. Наша лошадь проигрывает, но зато мы увидим, что у нас не снимется 10 тысяч. Снялось всего 200. Нажимаем «Поставить снова» и делаем все то же самое. Первая лошадь, левая кнопка мыши, сделать ставку. И держим левую кнопку мыши до середины заезда. Держим, держим, держим. Сейчас ставка растет до 10 тысяч. Отпускаем. И при выигрыше вашей лошади вы получите максимальный множитель от этой ставки. То есть 10 тысяч, если 1 к 1 было, то 20 тысяч выиграете. Если было 2 к 1, то 30 и так далее. Итак, наша лошадь побеждает. Смотрите на сумму справа вверху. Мы выиграли 40 тысяч, хотя поставили в данном случае 300. Множитель был 3 к 1, то есть мы должны были выиграть 300 умножить на 4, 1200, а выиграли 40, так как ставка поднялась до 10. Это и есть основа бага. Но теперь, чтобы вручную это все не делать, мы должны это автоматизировать. Сейчас покажу как. Для того, чтобы автоматизировать весь этот процесс, нам понадобится программа Automatic Mouse and Keyboard. Где ее найти, вы сможете узнать в интернете, в принципе. Можно ее купить, либо же крякнуть. О том, как это сделать, я говорить не буду, потому что разговоры о пиратском ПО вредят моему каналу. Поэтому сами найдете, где ее скачать, как ей воспользоваться. Просто знайте, как она называется, Automatic Mouse and Keyboard. Нам нужно сначала записать действия мыши, чтобы впоследствии они могли циклично повторяться. Для этого открываем программу. Она у меня куплена уже. Так, запомним, какая комбинация клавиш для записи. Alt плюс F1. Переходим в GTA. Итак, для этого нам нужно сделать ставку, как я уже говорил выше. И вот здесь вот уже нужно нам начать запись. Итак, для этого нажимаем Alt плюс F1. Нажимаем «Сделать ставку». Выбираем первую лошадь. Не отпуская левую кнопку мыши «Сделать ставку». Держим до середины. Еще раз напомню, сейчас ставка растет, ну а мы записываем действие кнопки мыши. Точнее не кнопки, а всех деятельностей мыши. Отпускаем левую кнопку мыши, ставка возросла. Сейчас нам не важно, победит лошадь или нет, нам главное записать действие мыши. Сейчас как раз идет эта запись. К сожалению, лошадь проиграла, но это пока не имеет значения. Еще не останавливаем запись, нажимаем «Поставить снова». И вот здесь можно остановить запись кнопки мыши, нажав кнопку Alt плюс F2. Далее здесь ничего не выбирая, нажимаем ОК. И запись у нас есть. Теперь нам нужно запустить запись. Внизу в окошке Play Options, чтобы
действия не повторялись один раз, а повторялись циклично, выбираем время. К примеру, 8 часов. Если вы будете ставить на ночь, чтобы нафармить денег, 8 часов повторений этих действий. Открываем GTA. И теперь запускаем нашу программу нажатием кнопок Shift плюс F1. Итак, нажали Shift плюс F1. Игра может свернуться. Это только единственная проблема, которая может у вас возникнуть. Но у меня не свернулось. Сейчас я ничего не делаю мышкой. Все делает за меня абсолютно данная программа. Итак, мы можем оставить, допустим, игру, включенной на ночь с этой программой, и нафармить денег. Вот и вся инструкция. Еще несколько моментов. Также действия мышки я сохранил, чтобы позже можно было их открывать. Существует проблема, что когда вы запускаете данный скрипт, то сворачивается игра, и мышка начинает дико бегать, куда вам не нужно, и вы не можете открыть игру. Как мы с этим справимся? Нажимаем на нашу запись правой кнопкой мыши. Точнее, файл. Compile to exe. И сделаем отдельный файлик по запуску данного скрипта. Нажимаем «Сохранить». Здесь ничего не трогаем, нажимаем «Ок». И закрываем данную программку. Теперь в GTA мы заходим в меню «Уставки», сворачиваем, запускаем тот файлик, который мы компилировали. И пока он запускается, открываем быстренько GTA. И все, ничего, все теперь работает, ничего не сворачивается. Оставляете на то количество времени, которое вам нужно, и фармите денежки очень просто и легко. А сами идете заниматься своими важными делами.